В этом коротком видео попробуем запустить локально модель какую-нибудь, ну, не знаю, какую-нибудь АИшки. Давайте вот смотрим. Возьмем для начала, скачаем LM Studio. Ой, она идет как для Windows, можно скачать как Linux, так для Mac, iOS. Она очень легко скачивается. Все по ссылочке переходим, скачиваем. Давайте посмотрим, какие модели тут вообще доступны. О, кстати, вот недавно вышла последняя версия Gema 4. Надо посмотреть, давайте вот глянем какие тут варианты. Так, четвертое. И ограничения по железу. Какие тут есть у нас ограничения? 24, так. 30 гигабайт, так, 550, ну, вот вообще вот это вот, конечно, круче, но, скорее всего, что она на моем компьютере даже не потянется. В принципе, и параметры тоже все расписали. Ух ты, круто. Надо будет попробовать ее скачать. Окей, сейчас я скачаю. Как раз какую-нибудь возьмем, например, вот эту 26-ю скачаем. Так, сейчас на паузу, и я скачаю, и потом будем сразу смотреть. Так, все, я уже скачал, себе установил на компьютер вот сама эта вот LM Studio. И какие тут вот для вариантов у нас есть. Я и скачал сразу и Гема 4, последнюю, 4 вот дня назад, 18 гигов, и Квен. Вот. Попробуем запустить, посмотрим, как они будут работать. В принципе, можно даже, кстати, скачать через саму LM Studio. Здесь вот нажимаете эту вот кнопочку и открываете все модели, которые здесь доступны. И сразу можно скачать. Выбираете для своего компьютера. Так, попробуем. Так, developer doc. Окей, search. Вот сюда давайте. И выберем здесь модель. Вот давайте гема. Запустится она или нет? Так, давайте сразу выключим. Не будем выключать интернет. Ладно. Так, запустим. Так, потянет ли мое железо просто? Модель копия. Я думаю, что проблема из-за железа, то, что оно не тянет. Ему надо, чтобы минимум 32 гигабайта оперативной памяти было и выше. Тогда он будет работать. Скачал еще QN 3.5. Давайте ее запустим. Посмотрим, запустится QN или нет. Да, пришлось немножко подождать. Ну, QN запустился, все отлично. Давайте попробуем. Так, да. Давайте посмотрим, будем такое делать. Да, все, в принципе, работает. Смотрите, локально запустился моделька. Давайте пойдем еще дальше и попробуем его в качестве агента запустить на Android Studio. Они в последней версии в Panda 3 сделали возможность подключения отдельно как агента или локальную свою модель. В принципе, да, вот видите, все уже ответ есть, все пишет, и все отлично. Можно даже и на русский язык перевести. На любом языке он будет отвечать. Видите, как все вообще супер работает. Так, давайте переходим вот сюда. Так, вот идет уже генерация токенов. Еще ответ он не получил. И мы запустим сервер. Вот здесь вот видите статус. Переходите вот сюда, вот эту вот кнопочку нажимаете. Или Ctrl-2. И нажимаем здесь вот, потом Ctrl-R. Или здесь вот выбираем просто запуск. Запустить наш сервер. Все, он уже работает. Все, он работает у нас на локальном порту 1, 2, 3, 4. Все отлично. Теперь открываем сам Android Studio. И нужно зайти в настройки, указать. Открываем настройки, файл, setting. И здесь выбираем Tools и AI. Здесь вот выбираете. Так, AI, и здесь модель провайдер. Да, здесь модель провайдер. И здесь вот нужно будет добавить local provider. И здесь мы указываем, можете свое имя здесь указать. Указываем, вот как я указал здесь вот LM Studio. Выбираем, указываем это, указываем порты, на каком порту она у нас будет доступна, localhost, и автоматически потянут все модели, которые сейчас, может, запущены будут в LM Studio.
Все. В принципе, так это мы удаляем. Да, удаляем. Даже, может, давайте я вам сразу покажу. На примере вот возьмем это, мы удалим и создадим. Здесь убираем 1, 2, 3, порт. И нажимаем Apple, Refresh нажмем. Здесь вот Refresh надо нажать. И сразу автоматически подтягиваются те модели, которые нам доступны. Все, Apply, окей. Так, и теперь открываем самого агента. Вот, сам агент открылся. И здесь вот надо будет внизу выбрать. Вот видите, сразу будет доступна LM Studio, которую мы создали только что, и модель, которая у нас запущена. Опять напиши 5, 2 шестых сообщения. Сейчас посмотрим, заработает. По идее, должно все работать. Так, можно здесь вот даже посмотреть. Идет генерация токенов. Здесь вот видите, какие-то запросы идут в M-Studio. И смотрим. Сейчас. Что-то долговато, конечно, отвечает наша моделька. Это, я думаю, что, наверное, из-за того, что компьютер он уже подгружает очень сильно. И из-за этого дольше ответит. А, вот генерация токенов пошла у него. Так. Так. Ответа нет еще. Ничего себе. Смотрим, что здесь. Токены. Печатай, КП. Ну, по идее, все должно быть сейчас. Надо подождать. Да, вот, смотрите, все заработало. Все работает. И даже давайте посмотрим какой-нибудь... Попросим... Вот, давайте вот этом вот файле, даже, например, который у нас сейчас открыт. Так, SRC. Попробуем что-нибудь, да, изменить. Вот это наш файл. И давайте попросим его в файл application. Новый endpoint. Ам, Ну, давайте. Пускай посмотрим, что он придумает. Сумеет он создать новый endpoint. Это просто примитивная какая-то задача такая. Ам, Это у нас тут... вот, смотрите, 57, 70% практически загрузилось. Ответ уже будет сейчас. Так, основной endpoint. Смотрите. Так, сейчас. Я помогу создать новый endpoint, application. Сначала посмотрим текущее содержание файла, чтобы... смотрите, видите, вообще все. Там просто работает тупо моделька локально. И уже начинает смотреть этот вот файл. Локальный агент, по сути, вот бесплатный локальный агент, который можно себя запустить на компе. Давайте дождемся все-таки. Даже интересно, создаст он все-таки новый endpoint или не хватит. А, Локальная генерация. Блин, посмотрите, какой ответ. Я лично вижу, что это ничего себе. Как-то такой ответ у него непонятно. Каждое слово в одну строчку зафигачил. Какой-то пытается дать статус API. Статус. Окей, давай посмотрим. Посмотрим, что он создаст такой. Так, здесь. Токены вот 345. Вот пошли токены. Вот какой-то что-то уже начинает делать процесс. Какой-то промпт запустил. Так, что-то он тут... Ошибка у него. Он... Так, стоп. Он сделал промпт и... Would you invite to replace file contact? А, он предложил просто создать такой вот endpoint и его расширить. Так, он его расширяет, да, 100% все делает. Создал просто промпт, и по основе этого промпта м, делает новый endpoint. Вообще круто.
Так, листаем сам вниз. Так, закончилось. Не, еще вот генерация промпта идет. Еще не до конца все сделал. Так, вот токены пошли. Сейчас смотрим. Да, о, пошло. Сейчас уже делает. И так, смотрим. Менял или нет? Так. Тоже самое интересно, сможет он или нет. Ну, из того, просто взял, вывел в консольку то, что он содержимое этого файла, но по факту ничего и не сделал. Что-то, наверное, так, давайте еще раз напишем. Добавь новый endpoint статус. Статус. Вот так сделаем. Может, так он сумеет. Но это, если уже такую примитивную задачу он не сможет сделать, то, не знаю, пока задумка очень крутая, высокайная, но нужно время, чтобы, потому что даже вот КВН не может добавить элементарно обычный endpoint, который тут делается за м, просто копирование вот этого вот кода и все. И по сути мы получаем новый endpoint. Да, генерируется. Знаете, он уже выдал нам сообщение, то, что он будет редактировать этот файл, и он предлагает нам то, что спрашивает, то, что что нужно сделать с данным файлом. Ну, давайте напишем the data you wrote. Давайте просто вот wrote. Вот так вот сделаем. Посмотрим, сможет он сделать или нет. Ну что можно сказать, после 15-20 минут мучений с добавлением, попыткой добавить endpoint, русский язык, можно сказать, он его не воспринимает нормально. Только если писать на английском, он хотя бы хоть что-то пытается сделать. Но он даже элементарно этого не смог сделать. К сожалению, задумка интересная, но пока и ждем каких-то улучшений или доступных, ну, что-то не то, не совсем пока это все хорошо работает. Так что спасибо.